Йоу-йоу-йоу! Сегодня мы с вами отправимся в город Ижевск. Ни разу там не был, но уже очень интересно, что же это за город. Значит, вечеринка будет проходить завтра, поэтому один день мы оставим для реста и чиллаута. Ну а завтра посмотрим на местные достопримечательности и местные клубы. До посадки у нас еще примерно час или полтора. Кажется, придется зарубиться в PUBG. Я прилетел в Ижевск. И это очень контрастно. После гигантских аэропортов в Гонконге, в Европе, да даже Пулково. Даже Пулково кажется каким-то супер огромным гигантским аэропортом. Автобус проехал от самолета метров 15, двери открылись. И я увидел двухэтажное здание, напоминающее мне городскую больницу или поликлинику. С такими же пластиковыми дверьми. На ручках написано «К себе». Небольшой город, в принципе, небольшой аэропорт, это нормально. Вот, просто очень контрастно и забавно. Ребята еще едут, я пока жду. Но одно, вот это здание, оно, в принципе, стоило того, чтобы прилететь, это уже очень интересно. Интересно, что меня будет ждать дальше. Привет, Кузьма. Здорово. Как дела? Отлично дела. У нас сегодня будет замечательная дискотека. Да? Дискотека. Дискотека века. Ну, отлично. В общем, вчера затусовались. Всякий стендап, чайки, все такое. Вот сегодня следующее утро. Планируем сейчас поехать погулять по городу. Смотреть город, туда-сюда. Потом еще раз заскочим перед тусе. Возьмем там все барахло и двинем в клубец. Ну что же, вот мы в баре «Свет». А ребята устраивают уже не первую вечеринку на этой площадке. Здесь хороший звук и довольно неплохой свет. Your Bass Crew котирует Deep Side Drum and Bass, включая модный UK Jump Up. Пластинки тут крутятся как минимум с 98 года. С этого времени Ижевск успели посетить даже громкие имена. К примеру, Ленсман впервые дебютировал в России именно в Ижевске. Сюда привозили Голди, Райдена, Спора, а также немало наших артистов, что говорит о том, что здесь есть разбирающиеся в жанре люди. У ребят есть своя аудитория, но, как и везде, рассчитывать на постоянную цифру тяжело. Помимо Your Bass в Ижевске есть несколько других команд, которые тоже вовлечены в драм н бейс. В общем, респект ребятам за то, что поддерживают культуру.
расскажи про тусу. Туса классная была, все очень здорово. Что по народу было? Ну, какая-то такая средняя цифра, не превышающая ни наших ожиданий, как бы, ни общую статистику. 160 где-то за всю матч прошло. Здорово, но вообще хотелось бы больше. Какие планы на будущее? Летом будем что-нибудь делать. Типа Open Air. Да, наверное. Зачем вообще ты делаешь тусы? Зачем мы делаем это? Нам нравится музыка, нравится движуха. У нас много друзей, которые любят тусоваться тоже. И если мы не будем с ними тусоваться, они перестанут тусоваться. И станут старенькими. А мы будем с ними веселиться. Пока мы будем веселиться, все будут веселиться. Прям вообще. Ништяк. Расскажи вообще о драме вообще, который тут был за все время, пока ты тут тусуешься в Ижевске. Что тут вообще было? Ну так, Что вкратце. касается нашей организации или вообще в целом? Вообще в целом. Вообще в целом драм-н-бейс в Ижевске, не знаю, он прокачан настолько, насколько это возможно, наверное. Ну, конечно, предела нет. Ребята давно еще я, наверное, маленький был, ребята давно делают драм-н-бейс здесь и возят крутых чуваков. Возили, по крайней мере. Кого привозили? Был такой клуб, типа, он входил в топ-50 там лучших России. Классно, здорово. Работали с организаторами. Сам бар выделял средства вот на то, чтобы заниматься организацией. Привозили, здесь был Голди, этого, мне кажется, уже достаточно, чтобы сказать, что Ижевск прокачанный в плане драм-н-бейс. Это были какие года? Это- Когда вот был, может, какой-то подъем такой или самый пик, когда возили? Самый пик подъем, наверное, год типа 14 или в районе того 14, может 12. Это как раз все вот эти перевозы крупные были примерно Да, когда тогда? БВИ работал, как были классные привозы. Вообще, вот организация Панда делали вообще классные тусовки. Сейчас что за движуха? Что вообще осталось? Что тут осталось? Мы остались. Ребята, которые любят и хотят, остались. Ну, значит, осталось. А что произошло-то, собственно? Не знаю, бабки ушли там или типа того. Бабки не про деньги, вечеринки не про деньги, драм-н-бейс не про деньги. Мы собираемся и тусуемся. Если есть возможность, мы приглашаем кого-то. Если нет возможности, тусуемся сами. Ништяк. Это был Кузьма из тусовки Your base. вот так. Ты окунь. Ну вот и закончились выходные в Ижевске. Вечеринка прошла хорошо. Было, да, не очень много народу, вот, но, опять же, это как сравнивать, потому что что-то по билетам там Кузьма говорил, вышло неплохо, я считаю, вот. Звук хороший, место мне понравилось, в целом неплохо, вот, и звук хороший, можно сделать еще круче. Радует, что как бы ребята для локального уровня делают неплохие вещи, то есть заморачиваются там над освещением, над еще чем-то, над звуком. Им тоже очень важно, чтобы все было отстроено, работало хорошо. Ну, радует, что занимаются, что-то хотят, что-то делают. Хороший пример для тех, кто ничего не делает. Я надеюсь, что у ребят все будет складываться хорошо, что народ будет собираться, потому что это очень важно. Если есть статистика хорошая, то как бы можно думать о привозах. Ижевск понравился, было клево, так что возможно как-нибудь еще раз заскочу сюда обязательно. Хорошее место.